друзья! Привет! Ну что, наш предновогодний марафон продолжается. Времени до Рождества и Нового года остается все меньше и меньше, и пора задуматься об основном блюде на праздничный стол. Времени на раскачку нет! Точно. И сегодня мы будем запекать бараньи ножки. Поскольку времени на подготовку перед Новым годом, как обычно, маловато, надо подарки купить, надо кого-то поздравить и так далее, захотелось приготовить бараньи ножки, чтобы было очень красиво, чтобы украсило праздничный стол, но при этом достаточно быстро и просто. Единственное, что будет украшать эти бараньи ноги и займет немножко дольше времени, потому что для приготовления этих бараньих ног их надо только правильно положить на противень, все ваша духовка сделает сама. Мы вот сделаем еще мятный соус, и это дополнительная опция, хотите используйте, хотите нет, но это потрясающий соус именно к баранине. Этому нас научили в Англии в свое время, и нам очень понравилось. Да. Хотим поделиться с вами. Ну Поехали? что, поехали. Сначала посолим и перчим бараньи ножки с обеих сторон. Делаем неглубокий надрез. Часто баранину начиняют чесноком, но многим чеснок не по вкусу, поэтому мы его используем позже. А пока вложим в надрезы веточки тимьяна. Это придаст баранине замечательный аромат. Смажем бараньи ножки как следует растительным маслом с обеих сторон. Отправим в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 30. Первый этап завершен. Обмотаем концы ножек фольгой, чтобы их легче было перекладывать, и уберем пока в сторону. Займемся гарниром. Штук 5 картофелин нарежем на круглые, достаточно толстые ломтики. Их должно хватить, чтобы покрыть весь противень. Выкладываем их на бумагу, на которой запеклись бараньи ножки. У 2 чесночных головок срежем основание. А лук-шалот разрежем пополам. Если у вас нет шалота, можно взять обычный лук и нарезать на крупные ломтики. Лук и чеснок также выкладываем на противень. Чеснок при таком способе приготовления дает легкий аромат, и баранина не будет иметь острого чесночного вкуса. Посолим и перчим весь гарнир. Сбрызнем растительным маслом. Положим сверху ножки, но на этот раз другой стороной вверх. Присыпем листиками розмарина и добавим немножко веточек тимьяна. Зальем все 150 мл белого сухого вина и отправим снова в духовку еще минут на 45-50. Время, конечно, зависит от размера бараньих ножек. У нас это передние ножки, они небольшие, примерно по килограмму каждая. Если у вас задние ножки большие, возможно, и времени понадобится больше. В любом случае надо проверить их готовность и готовность картофеля. После этого второго этапа они должны быть уже практически готовы. Опять переворачиваем ножки. Кладем несколько веточек томатов черри.
И опять закладываем в духовку еще минут на 15, чтобы томаты подпеклись. Все, наше блюдо готово. Осталось приготовить мятный соус, который мы вам обещали. Для приготовления соуса нам нужны только листики мяты, так как стебли слишком жесткие. Отправляем листочки в блендер и начинаем по частям их измельчать. Как только одна часть готова и объем уменьшился, добавляем следующую порцию. Еще нам понадобится сок одного лимона. Выжимаем сок и сразу добавляем его к измельченной мяте. Мята очень быстро темнеет, так что сок надо добавить как можно скорее. Выкладываем мяту в ковшик. Добавляем чайную ложку соли, пол чайной ложки черного молотого перца, столовую ложку сахарного песка, чайную ложку кукурузного крахмала, 2 столовые ложки яблочного уксуса и 150 мл воды. Перемешиваем и отправляем на плиту. На среднем огне доводим до кипения. После того, как соус закипит, даем ему еще минут 10 покипеть, чтобы жидкость выпарилась и соус немного загустел. Соус готов, можно сервировать блюдо. Нарежем мясо тонкими ломтиками, чтобы мы его сейчас попробовали. На праздничный стол можно подать ножки целиком. Выложим на тарелку нашу вкуснейшую картошечку с ароматом розмарина и тимьяна. Немного лука-шалот, веточку томатов и, конечно, наш мятный соус. Ни в коем случае не забываем полить баранину и картошечку соком, скопившимся в противне. Ну дай-ка мне кусочек попробовать. Сейчас. Соус макаем. А мне можно попробовать? Отличное мясо, мягкое, сочное, не пересушенное. Потрясающе. Помидорчики. Запеклись? Ну ладно. Ну и Мягенький. картошечку за компанию. Лучок. Гости будут в восторге. Настоящее праздничное блюдо. И очень легко готовить. Главное найти эти ножки. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых и близких фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайк. До новых встреч! Пока!